привет, дорогие джиповоды. Форсунки я достал все. Последнюю достал тоже путем приваривания, так как достать ее нормальным путем не удалось. Вышла еще одна. Вбивал ее полдня тем же макаром, что пятую. Ну вот так, 4 раза тоже отрывался свар. Ну и что у нас происходит в середине? Короче, кошмар, что там происходит. Форсунки покупаю новые, так что никто играться с ними больше не будет. Спасибо, что отслужили. Удачи. Плюс к этому я решил поставить форсунки все же все новые. Единственное, что первую форсунку я купил по Бошу, и найти дальше по Бошу по всей Украине мне не удалось. Их все разобрали, на многих сайтах я смотрел, и по 2 недели ждать. Заказал по Мерседесу. Единственное, что, конечно, хотелось бы, чтобы все 5 были одного производителя. Ну, посмотрим, будет ли какая-то разница или нет. Что касается дальше, чем я занимаюсь. Я сейчас пытаюсь выпалить болты, так как оборваны 2. Один из них возле 5-й форсунки там вообще такой ржавый, что капец. В принципе, нормальным путем он оттуда бы не вышел. Ну, 2 болта, занимаюсь выжиганием. Процедура достаточно длительная. Изначально, конечно же, проводил тест на самом корпусе вот этого мотора. Проверял, не будет ли какой реакции. Реакции не было. Обязательно перед использованием проверьте на своем моторе, если вы захотите тоже делать такой метод применять. Она съедает металл. Болты в эксперименте предыдущем я показывал. Там было 2 болта, и один оно съедает, второй нет. Так что, если вам повезет, то этот процесс все-таки пойдет и вам поможет. Азотная кислота мешаю с водой, но прикол в чем? Она достаточно такая, реакция здесь неоднозначная. На улице очень холодно, может реакция быть хуже, при том, что я постоянно шприц с жидкостью ложу на котел, там он постоянно в теплом месте, да, как бы, но все равно реакция день ото дня разная. Вот буквально неделю реакции почти не было вообще. При том, что я постоянно его меняю и вижу, когда черная выходит оттуда жидкость, это означает, что реакция хорошая. Когда жидкость выходит светленькая, это означает, реакции нет. Еще я заметил, вот на 5-й форсунке получается болт действительно очень ржавый, и вытащить оттуда, выверчивать его все равно не удалось. Даже если бы я, например, его и как-то туда и попытался подлезть, хоть там, я вам скажу честно, подлезть и вывертить его тупо нереально. Я знаю еще у подписчика тоже обломанные болты. И вот я уже, в принципе, до конца не сели у меня эти болты, но материал я подготавливаю. Чем ржавее болт, тем лучше реакция. Чем, можно сказать, новее болт, лучше состояние, тем реакция хуже. Некоторые болты, может быть, вообще не кушать. Вот так вот. Ну, по мотору 100% реакции нету. Единственное, надо, когда наливать, не доливать до вот этой грани, где находится сама прокладка. Потому что прокладку оно подъедает. Так что мой эксперимент показал, что до прокладки надо лить.
Так, потому что он у меня вначале попадало, болт был выше, жидкости надо было налить хотя бы чуть больше, чтобы реакция была, ну и таким путем она ее подъела. Так, что касается жидкости и болта. Ну, реакция потихоньку идет, потихоньку выедает. Съела даже тот торт, что я забивал туда, его тоже съела. Вот так вот, так что это тоже хорошо. Как узнать, что эта реакция у вас хорошая? Сейчас я вам покажу хорошую реакцию. Вот я, смотрите, мешаю, 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 мешаю. Смотрите. Вот эта реакция хорошая. Когда оно начинает затухать, появляются такие, как черные так званые хлопья. То есть, насколько реакция получается уже очень хорошая, металл начинает быстро разъедать. Вот смотрите. Вот это хорошая реакция. Для того, чтобы у вас получилась такая хорошая реакция, что надо делать? У меня почти неделю оно перестало, реакция эта быть, ничего не мог понять, в чем причина, и пропорцию менял. И при том, что я шприц этот постоянно ложил на котел. Да, на улице пусть у меня постоянно не тепло, сами понимаете, какая погода у меня. Но какая получилась реакция и за счет чего? Я взял, положил не на котел, а на саму трубу. И эта реакция с болтом просто стала, ну вот смотрите какая. А вот такая реакция, это хорошая реакция, и он болт достаточно быстро съест. Ну а потом можно воду с содой залить в горячую, горячую воду, потому что сода так плохо растворится и там останется внизу. Ну или промывками залить несколько раз, чтобы промылось там все. И этого достаточно. Потом прогоню мечиком, и все будет четко. Вот так вот. Это уже, ну, пользуйтесь перчатками. У меня уже, так сказать, опыт. Я перчатками уже даже не пользуюсь совсем. Потому что если попадет на перчатки, на руки попадет, то руки у вас может пожелтеть. И оно печет достаточно сильно. Ну, избегайте попадания, конечно же, на какие-то резиновые поверхности. Вот из-за чего я вам говорил, до клапанной крышки наливать. При попадании на клапанную прокладку, оно ее будет съедать. Я же буду менять эту прокладку, менять буду непосредственно саму крышку. Из-за чего, может, крышка и пострадала, но я ее буду менять все равно. Как оказалось, она еще была и вареная. Что мне удалось заметить? Ну, болт выедает азотная кислота там. Но дело не в этом. Посмотрите сюда. Что вы видите? Я вижу, что это кусок, который был вставлен, и его просто-напросто приварили. А приварили почему? Потому что они выломали дырку в крышке из-за того, что не смогли достать пятую форсунку. Вот, я думаю, причина, по которой была продана эта машина, они не смогли ее снять. Возможно, не только ее снять, эту форсунку пятую, но это была одна из причин, так как она была в самом худшем состоянии. И вот, видите, да? Клапанная крышка была вареная. Прямо возле пятой форсунки. Вот так вот. Я начинаю чувствовать себя героем. Сегодня, кстати, снежочек выпал. Первый, можно сказать. Хотя по Украине снега в некоторых местах уже много очень. Но у нас и так погода тянула до последнего.
Что хотелось бы еще сказать. Смотрите, дальше. У нас получается, чем я занимаюсь? Я занимаюсь тем, что выпаливаю болты и подготавливаю шахты. По шахтам тоже есть много таких, сказать, моментов, которые, вот, например, я не знал, сталкиваюсь и вам об этом рассказываю. Понятное дело, что мой канал не создан как инструкция, просто я показываю, как я делаю. Так что сильно строго не судите, кто как делает там. Я купил сейчас фрезу. Ну и фрезой пытался это все дело как можно быстрее подготовить к установке форсунок. Но есть ряд нюансов. Была прикуплена фреза. Эта фреза будет вычищать посадочные места. Там, где у нас находится шайбочка. Так. Ну вот наношу чуть-чуть солидольчика для липкости, чтобы к нему хорошо приставало. Ключик на 15. Фреза у нас получается здесь размер у данной фрезы на 17. Чистка третьего колодца заняла огромную кучу салфеток и еще до конца не чисто. Как оказалось, когда вставляешь туда фрезу, в третью она даже вставляться до конца, видно, что он не хочет. Я потихоньку начал прокручивать и смотрю, там опять образуется куча ржавчины. И то есть, ну, там действительно даже зрительно ее нельзя увидеть, эту ржавчину. Она находится внизу по самим бокам. И там вот эти вот, грубо говоря, места, их просмотреть нельзя. Кажется чисто, потом начинаешь вставлять, она вставляется. Смотрю, до конца не хочет. Я начинаю по чуть-чуть прокручивать, и там смотрю, опять не стружка, а именно грязь, ржавчина. Такая вот. Так что фреза обязательно. Шланг ставил пылесос. Пылесос Philips. В него вставляю чуть меньше шланг, в этот еще меньше шланг. Ну и тем самым сейчас буду фрезеровать колодцы и сразу же убирать оттуда все, что там остается. Итак, решил я фрезернуть. И что я смог заметить? Я смог заметить то, что у нас тут фреза, она не садится до конца, она садится, как вы видите, есть вот грани. И эти грани у нас идут где-то в районе 1,5 миллиметра. Где-то, ну, приблизительно на толщину нашей медной шайбочки. В чем заключается нюанс? В том, что форсунки, грубо говоря, когда мы будем ставить, то мы одеваем шайбочку и туда устанавливаем. Если у нас там посадочное место будет плохое, его надо фрезануть. Но тут тоже есть момент. Об этом, я думаю, мало кто знает. Я столкнулся и сейчас рассказываю. Я купил фрезу и начал пробовать легенько от руки, нету там никаких таких моментов. И что я заметил? Я заметил, что у нас 1,5 где-то миллиметра до конца получается посадочного места у нас идет такая кромка. И эта кромка примерно зрительно где-то на высоту самой шайбы. Я думаю, что это сделано скорее
Ну, скорее всего, для того, чтобы шайбочка там сидела как можно плотно. И возможно, даже если со временем у нас будут проблема с отверстием, в которую вставляется форсунка, непосредственно сам распылитель, то, например, если он будет со временем там изнашиваться, увеличиваться, грубо говоря, в размерах, то новая шайба, она будет всегда отцентрована за счет этой кромки. Что происходит во время фрезерования? Во время фрезерования мы эту кромку просто-напросто мы начинаем съедать, потому что мы не можем очистить нормально посадочное место. Понятное дело, что играться там, затыкивать туда салфетки и вымачивать это все дело очень долго. На СТО вам этого делать вряд ли кто будет. Они просто берут фрезу, они срезают эту кромку, если она там есть, если ее нету, они начинают потихоньку зачищать само посадочное место. Ну и при зачищании посадочного места тут главное, у кого какая рука. Кто-то придавил сильнее, кто-то слабее, кто-то заглубил одну форсунку глубже, кто-то меньше. Хорошо, если они будут мерять высоту эту посадочную и будут смотреть, чтобы она соответствовала. Но как ее можно соответствовать? Если там нету никаких повреждений, раковин нету у нас на самом посадочной, то фрезеровать, ну не знаю, мое личное мнение, я думаю, не стоит. Если вы видите, там нету никаких следов сильных повреждений там и тому подобное, то я думаю, все эти нюансы способна наша так званая прокладка или медная шайбочка, она решит. Потому что мы ее затянем, и на этом, я думаю, все будет хорошо. Если же там есть какие-то раковины или тому подобное, тоже зависит от глубины раковины. Если раковина будет большая, то тем самым, что мы будем фрезеровать, у нас будет форсунка углубляться в середину. Тем самым надо будет или толще туда шайбу ставить, что-то надо будет выдумывать. Но я все-таки решил максимально отмачивать эти места. Спешить я не буду, потому что можно поспешить, потом в результате бороться с другими проблемами, тем, что у меня будет течь соляра там, ну или тому подобное. Я думаю так, фрезеровать надо только в тех случаях, когда там все место ты отмочил, увидел, что все-таки там какие-то действительно повреждения есть, тогда можно фрезернуть это место для лучшего прижима шайбы и форсунки. В других же случаях лучше, конечно же, это все места, их лучше размачивать. И после этого, как мы размочили это все дело, мы его очистили, у нас шайбочка 100% сядет туда нормально. Что касается этого дела, я рассказал. У меня кромка есть на всех форсунках, на всех 5. Единственное, когда всовываешь туда фрезу первый раз, то она начинает сдирать оттуда боковые такую ржавчину, которую зрительно она не видно. Кажется, шахта вся чиста, а когда доходит фреза до самого низу, до вот этой кромки, то она начинает перед вот этой кромкой находить какую-то ржавчину, и она оттуда высыпается. Ну, вычищал я это все дело, придумал там пылесос, все это дело очищу чуть-чуть, потом пропылесошу. Так само прошел все эти 5 форсунок, и после этого я увидел, что все-таки начинает кушать металл, легенько, я не давил, вообще не давил, легенько, вижу, начинают задиры. Я думаю, может быть, что-то тут раздуло, так сказать, место. Я вторую, третью смотрю, на них всех есть вот эта кромка. Так званая, я думаю, кромка посадочная для колечка. Вот так вот. Скорее всего, если, например, фрезернуть, что может произойти? Ну, скорее всего, ничего. Скорее всего, при прижатии этого медного колечка все будет хорошо. Но со временем, возможно, от
температурных изменений режимов, там нагрелся металл, там туда-сюда, у нас, возможно, будет как-то пропускать соляру, возможно. Скорее всего, это даже кромка дает максимально, зажимается место и не будет травить соляру. Ну, это мои, так сказать, мысли. Ну, больше всего, конечно, оно так и есть. Что касается еще моментов. Я заметил, есть в некоторых форсунках, особенно тех, которые очень сильно прихватило. И одна из причин, которая может быть, почему их еще прихвачивает, эти форсунки, это боковые раковины непосредственно в самой шахте. Еле снял колечко на 5-й форсунке. При том, что 4 дня откисало, оно там так прикипело, что мой метод предыдущий, он вообще не работает абсолютно. Так что пришлось рисковать, так как если бы я его оттуда не вытащил, то эти грани были бы, так сказать, очищены хорошо. Здесь мы видим, есть такие, да, края выступают какие. Я взял рашпиль по металлу. Вот видно, как оно прикипело, сильно было. Ну и так его потихоньку накручивал. Чувствую, что уже дальше не идет. И после этого резко дернул и вырвал его. Вот благодаря рашпилю я его вытащил. Но опять же таки, тут везде сплошной риск. Или ты идешь до конца, или думаешь, что делать дальше. Потому что даже очистить в течение 5 дней до конца нормально шахту так и не удалось. Вот так вот, как все тяжело идет. Если мы плохо даже очистили, например, есть у нас эти боковые раковины, у них остается ржавчина, и у нас, так сказать, как бы мы хорошо не очищали, то эти раковины, они все равно, у них остается ржавчина. И есть момент, откуда оно сразу же и прихватит. Если плюс еще форсунки старые, на них нету этого заводского напыления, то они моментально начнут схватываться там. Только надежда на то, что смазка будет помогать. Действительно, ее, я думаю, надо туда наносить, ну не знаю, настолько много, но все-таки она, может быть, спасет. Еще моментов, почему прикипают болты. Вот что заметил я. Я начал эти болты, они все время были у меня залиты ВДшкой, там, ну, подобными спреями. И даже спустя некоторое время я туда всовываю салфетку, и оттуда выходит просто черная ржавая жижа. И это в местах, где у нас болты. Так что не обязательно эти болты просто прикипают. Если, например, у меня даже уже почти, грубо говоря, некоторые, ну не некоторые, а все, кроме 2 оборванных, они залиты были в районе месяца. И даже в районе месяца очистить их идеально не получается. При том, что у меня есть даже, я взял и прогонять резьбу буду после того, как очищу. Но я заметил, что там постоянно грязь, постоянно выходит, ржавчина выходит. Сами понимаете, если эту ржавчину, например, мы болт выкрутили, ничего там не очищали, если даже очищаем быстро, его очистить не получится. То что происходит? У нас уже есть ржавчина, которая там остается. Ну и она станет тем уплотнением, которое будет держать в дальнейшем ваш болт. Это те замечания, которые я заметил. Ну, в принципе, почему прихватывает болты, почему прихватывает форсунки, рассказал. Протечь из-за того, что можно ж фрезернуть это все еще дело.
и тоже можно сделать выработку неправильную. Ну, короче, вообще на самом деле достаточно много нюансов. Все зависит от людей, которые делают, подходом каждого инструменту, каждого опыта. Я учусь сам потихоньку на своей машине и делюсь мыслями вслух. Так, ну, в принципе, по машине рассказал. Что еще хотелось сказать? Ребята, не знаю, доделаю ли машину я до Нового года. Я, если честно вам скажу, цели уже такой нету. Есть цель просто сделать так, чтобы машина работала хорошо, не надо было туда опять залазить, что-то ковыряться там. Лучше это дело растянуть, возможно, но сделать достаточно надежным. Вот так вот. Впереди у нас идут праздники, их на самом деле очень много. Николая, Новый год, Рождество, там много будет праздников. Не факт, что я буду выпускать видео так часто, как раньше, потому что, в принципе, информации достаточно мало сейчас, в основном одно и то же. Хотел бы вас поздравить наперед, чтобы праздники прошли хорошо, чтобы вы не болели, машины ваши радовали. Если ломались, то этот ремонт был вам не в убыток. Ну что же еще? Всем хорошего настроения, снега нам побольше, и особенно когда джип не на ходу. Это закон подлости 100% в этом году навалит. Так, ну, еще раз с наступающими праздниками. Всем удачи, всего доброго, пока.